Его займет тот, кто больше всех заплатит. Сравнивая различные JDK сбор, Apple не стала исключением. Не так давно, если не придираться, установка JVM не требуется. Машины нету ни руля, ни педалей, сделанные ровером Чун-Чун на Марсе. И сейчас они стали точить зуб на Илона Маска. Но будем посмотреть, которая теперь еще и поддерживает Dark Mode. Но никто другого-то и не ожидал. Эгегей! Всем привет! Меня зовут Лёша, а вот моя мышка. А это значит, что это MJC News. Формат, где мы расскажем вам все самые интересные новости из мира Java и не только. Коротко, ясно и доступно. Устраивайтесь поудобнее и пристегивайте ремни, ведь наш MJC-паровозик отправляется. 6 апреля прошел вебинар, где ThoughtWorks поделились составленным недавно технологическим радаром. Предвижу у вас вопрос по поводу того, кто такие эти ThoughtWorks и что еще за технологический радар. ThoughtWorks — это такая консалтинговая компания, которая занимается различными технологиями и стремится помочь другим компаниям стать лучше и продуктивнее. Эти ребята время от времени собирают в группу матерых дяденек и тетенек, которые однозначно шарят в том, что делают, и они обсуждают текущие тренды и самые современные технологии, которые способны повлиять на индустрию. Все это в итоге превращается в тот самый технологический радар. Теперь про сам радар. Похож он, как ни странно, на радар, который разделен на 4 сектора. Это типы, ну или категории, кому как удобней. Каждый из этих типов поделен еще на 4 части. На какой стадии адаптации технологии должны находиться по мнению экспертов. В целом, радар рассмотрел 4 темы. Первая из них — это Platform Teams. Отдельная группа людей, которые концентрируются лишь на части функциональности платформы и ускоряют ее развитие и поддержку. Следующая тема звучит как «консолидированное удобство против лучшего в своем деле». Данная тема формализует тот тренд, что сейчас все большую популярность набирают инструменты, необходимые разработчикам, которые уже встроены в облачную инфраструктуру. То есть те же репозитории исходного кода или артефактов, CI/CD-пайплайны, вики и прочее собираются в одну экосистему, которую все и используют вместо нескольких узконаправленных тулов. Третья тема вбирает в себя сложные темы, которые постоянно откладываются. Сюда можно отнести монорепозитории, рекомендации по оркестрации распределенных архитектур и другие. Ну и четвертая тема, которая рассматривается почти в каждой встрече. Это связанность в архитектуре программных продуктов на уровне микросервисов, компонентов, API, фронтенда и всего остального. Почти всегда нужно связывать два компонента, и почти никогда нету однозначного ответа. Решение необходимо принимать в зависимости от сценария, а не использовать общее, но неадекватное решение. В общем, радар большой и объемный, темы интересные, да и технологии заслуживают вашего внимания. Так что переходите в описание, кликайте на ссылочку и читайте и наслаждайтесь. Компания Сбер Автотеч, входящая в экосистему Сбер, представила прототип беспилотного городского транспорта под названием Flip. Новинка приводится в движение электромотором и имеет наивысший, 5-й уровень автономности. У машины нету ни руля, ни педалей. Flip представляет собой необычное такси с большой площадью остекления, раздвижными дверями и крупными люками на крыше. По габаритам он схож с обычной легковушкой, но за счет отсутствия двигателя внутреннего сгорания и других традиционных конструкций в салоне Флипа на 40% больше полезного пространства. Автопилот Флипа считывает дорогу с помощью радаров и камер. Кроме того, такси также умеет получать данные от других транспортных средств посредством беспроводной связи. В числе других особенностей — система распознавания лиц пассажиров и встроенный голосовой помощник Сбера Салют. Флип построен на платформе собственной разработки с электродвигателем, изюминка которой — модуль сменных батарей, на замену которого требуется не более 5 минут. Однако Флип может ездить не только на электричестве. Конструкция автомобиля позволяет использовать газ или водород. Сейчас прототип беспилотника проходит доводочные испытания на закрытых территориях, но вскоре автомобиль будет представлен более широкой аудитории. Не так давно, если не придираться, спустя 1,5 года усердной работы, Spring Native вышла в бета-релиз и уже доступна на сайте start.spring.io. Что за Spring Native, спросите вы? Все просто. В дополнение к обычной виртуальной машине Java, поддерживаемой Spring с момента создания фреймворка, была добавлена бета-поддержка компиляции приложений Spring в Native Image с помощью GraalVM. Это добавляет новый способ развертывания Spring-приложений, который поддерживает Java и Kotlin. Такие native Spring-приложения могут быть развернуты как автономный исполняемый файл, установка JVM не требуется, и предлагают интересные характеристики, одна из которых — почти мгновенный запуск, обычно это меньше 100 миллисекунд. Сюда же идет мгновенная пиковая производительность и более низкое потребление памяти за счет более длительного времени сборки и меньшего количества оптимизации времени выполнения, которое может делать JVM.
Всего одной командой Maven или Gradle можно создать оптимизированный Docker image, который будет содержать минимизированную ос и небольшой исполняемый файл, который содержит только необходимые части HDDK, Spring и зависимости, которые вы используете в своем приложении. В таком случае размер образа может быть существенно уменьшен. Но зачем это все? В некоторых сценариях это очень и очень полезно. Например, в Serverless или в связке с Kubernetes. Также не стоит забывать, что минимизация докер-имиджей и используемой памяти может положительно сказаться на стоимости инфраструктуры, необходимой для ваших приложений. Если вам это интересно и вы хотите больше информации о том, что нового есть в Spring Native, какая у него поддержка и как им пользоваться, то переходите в описание, там мы оставим ссылочку на эту новость, можете использовать ее как стартовую точку. Китай опубликовал первые снимки, сделанные ровером Чунчжун на Марсе. Во фронтальной проекции виден ландшафт перед роботом, который находится на спускаемой платформе. В задней можно наблюдать солнечные батареи Чунчжуна. Ровер совершил посадку рано утром, в воскресенье, по пекинскому времени. Таким образом, Китай стал второй после США страной в мире, успешно отправивший зонд к поверхности Марса, где он смог продолжить работу. Марсоход весит около 240 килограмм. На высокой мачте у него расположены камеры, которые делают снимки и способствуют навигации. 5 отдельных приборов предназначены для исследования минерального состава марсианских пород и других элементов окружающей среды, включая погодные условия. Как и американские роверы Curiosity и Perseverance, Чунчжун оснащен лазером, способным прожигать породу, чтобы определять ее химический состав. Однако, в отличие от американских собратьев, китайский робот обладает еще и сканером, способным определять присутствие воды или льда под поверхностью. Наверное, не будет преувеличением сказать, что один из самых популярных фреймворков для Java, Spring Boot, обзавелся целой новой версией. Кажется, не так давно только релизовалась версия 2.0, а сейчас Spring Boot пересекает уже версию 2.5. Тем не менее, Spring Boot продолжает активно развиваться, чему мы неимоверно рады. И вот, что нам обсыпали в новой версии. В первую очередь, это поддержка Java 16, которая сама по себе релизнулась не так давно. Также поддержка новой версии Gradle, 7. Улучшения в билдах для докер-имиджей, а также новые механизмы для инициализации дата-сорсов. Также завезли в том числе более красивую документацию, которая теперь еще и поддерживает Dark Mode. Ну, наконец-то. Как всегда, не обошлось без апдейтов различных dependency, таких как Spring Kafka или Spring Security, но этим уже давно никого не удивить. В новой версии убрали автоконфигурацию для Spring Data Solar, засекьюрили Info Endpoint и добавили актуатор Endpoint для Quartz. Ну что ж, апдейтимся. Если вы уже успели, то напишите об этом в комментариях и поделитесь своими впечатлениями. Есть такая австралийская компания Copter Pack, и занимаются они тем, что создают ранец-вертолет с таким же названием. Вроде бы и забавно, но недавно они провели испытание своего чудо-рюкзака на одном из пляжей в Австралии. Ранец простой, 2 пропеллера диаметром около метра, да большие батареи, которые позволяют этим пропеллерам автономно работать. Человек крепится к каркасу и управляет полетом с помощью специальной панели. Выглядит это достаточно эффектно. Человек сначала поднимается на достаточно большую высоту, потом очень четко пилотирует в различные стороны, меняя направление движения с помощью изменения угла вращения пропеллеров, а потом также эффектно опускается на землю. Игры играми, смотреть на такое забавно, но не очень понятно, что с этим делать дальше. Летательный транспорт у нас не скоро приживется, а сама конструкция выглядит не самой безопасной. Но будем посмотреть, каких еще достижений достигнет рюкзак-вертолет. Не так давно произошло одно чудо, когда Microsoft начали разрабатывать свой билд Java. А теперь очередь второго. Первое чудо стало готово для продакшена и стало доступно всем желающим для использования. Основан билд на OpenJDK 11 и доступен под различные платформы Mac, Windows и Linux. В билд будут включены различные фиксы и апдейты, которые по разным причинам не попадают в основную релиз OpenJDK, но которые важны для клиентов, особенно клиентов продуктов Microsoft. Вдобавок к релизу самой Java, Microsoft постарались и запилила Docker Image для своей Java. А кроме того, начали тестировать свой билд, в том числе и для Java 16. Но и это еще не все. Компания запустила целый хаб, который собирает всю информацию по тому, как девелопить аппликейшены на Java под продукты Microsoft. Ссылочку на хаб мы оставим в описании. Ну что ж, порадуемся за джавистов и за Microsoft. За джавистов, потому что станет проще жить в экосистеме Microsoft, включая их продукты и облако. За Microsoft, потому что они усиливают поддержку прекрасной платформы и делают себя куда конкурентоспособнее. Кто не знает, Anonymous — это довольно известная группа хакеров, которая проводит довольно крупные кибератаки на правительства, агентства и другие организации. И сейчас они стали точить зуб на Илона Маска. Основная их претензия заключается в том, что Tesla и Маск постоянно троллят криптовалюты, из-за чего цены на них скачут просто невероятными темпами. И кто-то явно теряет большие деньги на этом всем.
Основные изменения относятся к биткоину, который плавает невероятными темпами после некоторых заявлений Маска, а также стремительно выросшей в цене криптовалюта Dogecoin. Хакеры сделали пару абстрактных заявлений, обвиняя Маска в том, что он, как и все остальные миллиардеры, оказался мудаком и пообещали, что придут за ним. Ну что ж, посмотрим. Маск же со своей стороны пока ничего не ответил. 14 мая вышло большое обновление, а именно третья версия популярного функционального языка Scala. Обновление действительно капитальное и несет в себе новую систему типов и синтаксиса. Что же изменилось? Давайте по пунктам. Необязательные фигурные скобки. Новый мягкий синтаксис для if, while, for выражений. Ключевое слово new теперь опционально. Wildcard изменился с нижнего подчеркивания на знак вопроса. Имплиситы были полностью пересмотрены. Теперь перейдем к списку новых фич языка. Введение given объектов, которые позволяют программистам определять каноничное значение определенного типа, делая программирование более простым, без раскрытия деталей реализации. Расширение методов, которые позволяют добавлять методы к типу уже после объявления типа. Неявные преобразования были переработаны, как экземпляры класса Convention. Предложение импорта. В случае, если implicit параметр не может быть разрешен компилятором, новый функционал с подсказкой импорта должен помочь решить проблему. Scala 3 также несет инструменты для метапрограммирования, включая compile time операции и inline features, которые уменьшают значения и методы на этапе компиляции. Со всеми же изменениями, которые были добавлены в Scala 3, вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Исполнительный директор Amazon Джефф Безос покидает свой пост в компании, основанной им в гараже 30 лет назад. Этот шаг, по его словам, даст ему время и силы, чтобы заняться другими начинаниями. Смена в руководстве запланирована на вторую половину 2021 года. Однако Джефф Безос все равно останется на посту исполнительного председателя. А под другими начинаниями, видимо, Джефф имел в виду изучение космоса. Ведь недавно в своем инстаграме он анонсировал полет в космос со своим братом. Полет запланирован на 20 июля на борту ракеты, спроектированной своей же компанией Blue Origin. В своем видео Джефф говорит, что полет в космос — это была мечта всей его жизни, и это будет очень значимо иметь рядом своего брата. Вместе с братьями в ракете также есть еще одно место для одного человека. Его займет тот, кто больше всех заплатит. И на текущий момент лидер гонки готов отдать $2,8 миллиона за 10 минут в космосе, сидя в кресле позади самого богатого человека в мире. Очень интересный сравнительный обзор подготовила компания Azul, сравнивая различные JDK-сборки. Сравнивались Azul Platform Core, Oracle Java SE, Amazon Coretta, Red Hat OpenJDK и Adopt OpenJDK. Безусловно, лидером из таблицы сравнения становится сборка от той же самой компании Azul, но никто другого-то и не ожидал. Что сравнивалось? Различные аспекты, которые Enterprise Business будет ожидать от JDK-сборок. Например, поддержка мультиплатформенности, доступность через общие репозитории, LTS-версии и релизы, поддержка Java 7, равнозначность производительности по сравнению с Oracle Java SE и многое другое. По количеству плюсиков побеждает, конечно же, JDK от Azul, но и другие JDK также не отстают. Так, например, все сборки основаны на OpenJDK. Все они, кроме Oracle сборки, доступны в open source, имеют равнозначную общую производительность, доступны в публичных репозиториях, опять же, кроме Oracle, и поддерживают актуальные LTS-версии. Полный же обзор будет доступен по ссылочке в описании. Переходи и смотри, если тебе это интересно. Также пиши в комментариях, какую сборку используешь ты. Мы уже не раз слышали о том, что сотрудники различных компаний активно сопротивляются возвращению в офис. И вот Apple не стала исключением. Компания Apple вводит новое правило, которое гласит, что сотрудники должны начать посещать офисы как минимум 3 раза в неделю, начиная с сентября. Реакция последовала незамедлительно. Сотрудники компании написали письмо-ответ, в котором говорится о возросшем беспокойстве и о том, что люди ощущают себя так, будто им приходится делать выбор между тем, чтобы быть с семьей, чувствовать себя хорошо, заниматься работой и делать ее хорошо, ввиду хорошей обстановки, либо быть частью компании Apple. Суматоха началась после того, как Тим Кук выслал письмо о том, что люди должны начать приходить в офисы по понедельникам, средам и пятницам, начиная с осени. Хотя это выглядит как ослабление предыдущих правил компании, которые вообще не предусматривали удаленную работу до пандемии, все равно такая политика выглядит довольно консервативно по сравнению с Google или Twitter, которые уже разрешили своим сотрудникам работать из дома даже после окончания пандемии. Также в письме говорится, что люди чувствуют, что компания не то что
что не слышит, а даже игнорирует желания своих сотрудников. В письме от Тима говорится, будто многие сотрудники, наоборот, хотят вернуться в офис, чтобы видеться с коллегами, и это без всяких подтверждений. Поэтому и складывается ощущение, будто между топ-менеджментом и обычными работниками компании огромная пропасть в видении эффективности удаленной работы. Письмо адресовано Тиму Куку и было послано во внутреннем Slack-канале, а над написанием письма работало около 80 человек. Комментария от Apple на письмо пока нет, но очень интересно услышать официальный ответ. Также интересно, что вы думаете по удаленному формату работы. Собираетесь ли вы возвращаться в офис или уже будете работать на удаленке постоянно? Пишите об этом в комментариях. Ну что ж, это были все новости, которые мы подготовили для вас в этот раз. Надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте поставить лайк этому видео, обязательно нажать кнопку подписаться, также поставить колокольчик и написать какой-нибудь интересный комментарий для нас. Всем пока, еще увидимся!